Друзья, всем привет! Заглянул вчера в холодильник, в холодильнике нету сала. Ничего есть, беда. Сегодня побежал на рынок, купил сало и зашла в голову одна идея, будем сегодня солить. Но будем солить не просто так, а будем солить двумя разными способами. Недавно мариновал, очень понравилось, но очень люблю просто соленое. Поэтому решил поэкспериментировать и сравнить, что лучше, собственно, маринованное или соленое. Смотрим до конца, и в конце вы точно узнаете, какое сало лучше. Поехали! Так, первое сало будем мариновать. Для мариновки я вам рекомендую взять грудинку. Здесь, в принципе, есть прожилки мяса, достаточно сала, и для мариновки она подойдет как нельзя лучше. Для засолки все-таки рекомендую брать косынку. Значит, есть здесь и прослоечки, есть и сало, толщина его, ну там 2, лучше можно на 3 пальца, ну, в принципе, как бы вот так. Оно очень мягкое, мягкая шкурка, и в идеале получится отличное сало засоленное. Начинаем мариновать. Мариновать будем в банках, сала немного, оно туда поместится, и, в принципе, этого будет достаточно. Для начала нам нужно было сделать рассол, да, то есть рассол я сделал заранее. Здесь на литр воды 8 ложек соли, 5-6 лавровых листов и там по ощущениям душистый перец, перец горошком. Все кидаем в кастрюлю, кипятим 5 минут после закипания, даем остыть, рассол готов. Сюда будем добавлять тертый чеснок, несколько зубчиков. Чеснока надо много, кстати, забыл сказать вам по ингредиентам. Ну, по сути, как бы нужно много чеснока и соли. Все ингредиенты, что нам надо. Значит, будем добавлять сюда. Так, потерли чеснок, немножко перемешали. В принципе, рассол наш готов. Так, закладываем сало. Стараемся стоя. Вот даже одну банку все почти поместилось. Добавляем чесночка. Это сало закладываем сюда. Это, собственно, и все. Оставляем на 2 суток при комнатной температуре и на 3 суток или в холодильник, или на улице, где если холодно. В принципе, через 5 дней будем дегустировать. Так, ну, первое блюдо, как говорится, мы уже приготовили, переступим к засолке. Значит, режем точно так же порционными кусками, я тут немножко уже отрезал. Значит, ну, у меня в коробочку мою влезет, если где-то еще так пополам его перережу. Так, обязательно то, что осталось, засыпаем между, значит, кусочками. И остаток просто сверху высыпаем, притрамбовываем. Все, оставляем на сутки при комнатной температуре. И еще 2 суток в холодильнике. Через 3 суток, в принципе, уже можно пробовать дегустировать. Встретимся с вами через 5 дней. Значит, проверим все 2 варианта. Для вас они пройдут быстро, ну а для нас все-таки 5 дней. Поехали, ждем. Друзья, прошло 5 дней. Для вас они прошли очень быстро, для меня долго, потому что я очень жду, когда же наконец-то я потрогаю этот результат, попробую его. Да, собственно, вот наш результат. Значит, это наше маринованное сало получилось, это получилось наше соленое. Видите, как прекрасно. Чесночок, перчик, все. И тут его стало меньше, потому что, скажу по секрету, я уже сделал пробную партию, для того, чтобы вам уже наглядно показать, как это выглядит на самом деле в разрезе. Что мы делаем дальше? Дальше все очень просто. Все это промываем. Достаем с рассола, с маринада, достаем от соли. Можно чистить. И честно, я никогда не мою сало. Но, ну, кто хочет избавиться от соли максимально, лучше промыть, обсушить его
полотенечками, салфетками. И дальше будем заниматься финальным этапом. Наше сало мы помыли, отмыли от соли, от рассола. Значит, вот такое у нас получилось, смотрите, да, то есть получилось такое маринованное, оно получилось такое мягкое, конечно, очень мягкое. Это у нас соленое сало. Но я вам скажу так, что ну, соленое оно есть соленое, оно будет чуть-чуть плотнее структурой, ну и по вкусу они, конечно, будут отличаться, но это мы с вами будем сравнивать в самом конце. Что мы делаем сейчас? Сейчас мы, собственно, да, приведем их в какой-то вид и будем обваливать его в разных специях. Здесь у меня аджика острая, здесь у меня специальная смесь для сала. На самом деле там смешать можно там и перец, и чеснок сухой, укроп, зерна горчицы, то есть такая смесь. Можно делать абсолютно на ваш вкус. Это полет фантазии, как говорится, это все как вы хотите, как вы любите, как вам нравится. Это самое ключевое. Главное, чтобы вам нравилось. Поехали. То есть обмакиваем его со всех сторон. Хорошо, плотненько, да, обваляли. И берем кусочек пергамента и заворачиваем. Хранить рекомендую в морозилке, оно так не портится. Почему в пергаменте не сохнет, проверено, отлично сохраняется вкус, ну и все остальное, как говорится. Да? Самое главное, что они не высыхают. Так, ну, собственно, можем оценить наши результаты. Посмотрите просто на это сало в разрезе. Значит, это у нас получилось маринованное, это у нас получилось соленое, ну, это у нас что-то получилось еще. Значит, я вам не показывал, как его нарезаю, все стандартно, все нарезается. Значит, вот такая вот прелесть как бы у нас получается в итоге. Каждый кусочек, как я вам раньше сказал, оборачиваете в пергаментную бумагу и складываете в холодильничек, как бы, когда придут к вам гости, ну или так аппетит проснется, достаете холодненькое салко, прекрасно режется, тоненько и очень вкусно. Ну и самое время продегустировать и все-таки понять, что же все-таки вкуснее, да, маринованное или соленое. Попробуем. Это вкусно, ребята. Честное слово. Очень. Но нам же надо еще попробовать другое. Что вам сказать? Как на меня? Я не могу разобраться, что вкуснее. Потому что и то реально вкусное по-своему. Попробуйте приготовить и по одному, и по другому рецепту. Это реально вкусно. Невозможно определить, кто из них победил, да, какое сало лучше. Потому что каждое вкусно по-своему. Маринованное сало, ну, на самом деле получается достаточно мягкое, вкусное, ароматное. Ну, просто отличное. Соленое, традиционное. Я люблю соленое сало. Я без него не могу. Это мой ежедневный рацион. Поэтому я его в принципе люблю. Вот, поэтому оно тоже вкусное. В любом случае приготовьте и так, и так. И обязательно пишите свои комментарии. Вот здесь внизу оставляйте комментарии. Понравилось, не понравилось. Может быть, у вас есть какие-то свои рецепты. Я буду очень рад поэкспериментировать. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Мне этого очень не хватает сейчас. Надеюсь на вашу поддержку. Ну и до новых встреч на нашей мужской кухне. Пока.